Здравствуйте, наши уважаемые зрители. Мы традиционно продолжаем снимать наш цикл передач «Говорить, думая». И сегодня в гостях нашей передачи Екатерина Юрьевна, вы уже ее знаете. Екатерина Юрьевна, приветствую вас. Здравствуйте, Ольга Федоровна. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ваша любимая передача, как вы ее называете? Моя любимая передача, да. Когда она не со мной, она моя любимая, Ольга Федоровна. Да, смотреть приятно, а участвовать всегда волнительно. Вы Да, выбрали тему «Боязнь уязвимости». да, я хотела бы поговорить, как бы распаковать, поговорить о том, что это такое, откуда эта уязвимость у нас, как ее можно распознавать. Ну, мы пойдем потихонечку, да, с вами. Вот уязвимость — это что? Это какое-то тоже, наше эволюционное наследие, это данность, это защита. Нам, как всегда, надо договориться о понятиях. Да, вот. Вот вы что в это вкладываете, в уязвимость? А, я вкладываю, если на уровне инстинктов, то, наверное, это я слабый, стрелочка. Если я слабый, тогда я не выживу. Это что-то такое, э про инстинкт выживания, если на уровне инстинктов. Ам, вы описываете скорее сейчас восприятие уязвимости. То есть как Восприятие я уязвимости. воспринимаю свою уязвимость. А если мы пойдем непосредственно в уязвимость, то я бы сказала, что это наше реальное «я». Мгм. Наше реальное «я», то, кем мы являемся на самом деле, оно всегда недостаточное, и оно всегда худший вариант по сравнению с тем, как бы нам хотелось. Мгм. Тогда получается, что если моя уязвимость — это единственная, точка входа в реальность, где я такой, какой я есть, да, реальный, то, а, ощущение вот этой уязвимости, восприятие мною, состояние уязвимости зависит, а, от того, насколько фантазийное мое "я" и насколько, моё реальное э, я принимаю. Так получается? Поэтому оно у всех разное. Ну, если я, например, фантазерка, Мгм. и у меня с детства осталось мифологическое мышление или мистическое мышление, то оно будет благодатной почвой для того, чтобы верить в свой несуществующий образ. То есть я фактически не отягощена логикой. Я ее отринула, и что хочу, то ворочу, что я придумала, то и логично. М. И тогда вот способность человека фантазировать, это же прекрасно. Человек может через свою фантазию уходить куда угодно. Стратегическое мышление тоже фантазирование на тему. Но стратегическое мышление от фантазирования отличается тем, что оно отягощено логикой. Мгм. И вот если я фантазерка, то мой образ, он будет не то чтобы лучше, он даже может быть и хуже, чем я есть на самом деле. Но он будет далек от того, кем я являюсь на самом деле. Мгм. И я, когда мы говорим про уязвимость, мы всегда говорим про сопутствующие ей величие. Уязвимость, она не существует сама по себе. Ну, мне, чтобы понять, что я уязвимая, слабая, мне надо иметь какой-то эталон, с которым я сравниваю. Ну, например, мне надо спать 8 часов. Фактически, чтобы нормально соображать с утра. И Мгм. я
Вот какая я слабая, вот как мне много спать. Вот моя подруга рассказывает, что спит по 6, по 5 часов. То есть, видите, всегда есть эталон, чтобы я себя почувствовала слабой. Мгм. Ну, ну, а возможно ли вообще отказаться от эталонов? Мы понимаем, что мы, ну так, по-хорошему, не должны бы себя ни с кем были бы сравнивать. Но, возможно ли абсолютно от этого отказаться, по факту? Конечно, нет. Но и сравнивать — это хорошо, потому что благодаря сравнению сравнение — это такой детский анализ, протоанализ. Ну, вот когда ребенок сравнивает себя с сыном маминой подруги, например. Мгм, Он в этом сравнении и обнаруживает себя. Он понимает, я выше или ниже, толще, где игрушек больше у него или у меня, одежда более модная по сравнению с "Тиктоком" у меня или у него. То есть, сравнение нам надо, мы себя в нем обнаруживаем. Нельзя его считать чем-то плохим, тем, с чем нам надо бороться. Но если нету способности, м, объективно более-менее анализировать, то все наше сравнение, оно скатывается до примитивного "кто лучше". То есть не мгм, по каким-то конкретным признакам, а я как будто делаю такой обобщающий вывод, и мне больше ничего не интересует, кто лучше из нас. мгм. А вот это лучше — это как раз к началу нашей с вами беседы про выживание. М, ну вот смотрите, допустим, если, мы говорим, что, само по себе уязвимость мы все равно, ведь воспринимаем через эмоцию какую-то, да, то есть, скорее всего, через страх, вот я бы сказала. И тогда получается, ну вот мы с вами записываемся, у меня есть интерес, благодарность, но мне это не просто дается, потому что, я чувствую себя, м, ну да, уязвимой, потому что я же голая, сейчас что-нибудь такое ляпну и буду глупой. И здесь много ответственности, и очень хочется спрятаться в норку и там посидеть, потому что тогда тебя никто не Найдет, раскритикует, да, не никто найдет. не найдет. Но ты превозмогаешь и все равно куда-то идешь. Но наша запись как пример, естественно. Но, и становится меньше страха, но, он все равно не пропадает. Даже если ты логически смотришь, ты понимаешь, ты задаешь все вопросы. Ну, например, ну да, а как изменится моя жизнь? Зачем я туда иду? Я же не блистать иду в конце концов, да? Ты отвечаешь на все эти вопросы, там что-то успокаивается, но сказать, чтобы абсолютно как-то, этот страх пропадает, я не могу. Но это красивая мысль, которую вы озвучили, про то, что уязвимость обнаруживается через страх. И страх — это тоже не отрицательный герой. Он предупреждает нас об опасности. Вот люди, например, которые отвергли свои эмоции, они в тот момент, когда надо чувствовать страх рядом с каким-то человеком, они его тоже не чувствуют, а он бы им помог разобраться, что сейчас происходит. То есть то, что вы чувствуете страх, это абсолютно нормально. И я тоже чувствую страх, но я его чувствую меньше, потому что у меня больше опыта в стоянии перед камерой, скажем так. Мгм, И страх, он предупреждает: будь аккуратной, будь внимательной, потому что, когда мы, например, в каком-то переизбытке чувств, то мы становимся немного сумасшедшими.
И Затапливает. да, и наш контроль, он как раз создает эту металлическую сетку, которая начинает это безумие структурировать. То есть ваш страх, он следствие на эмоциональную взвинченность. Ваша система, она распознала эту эмоциональную взвинченность, то, что вы сейчас опасны для себя стали, для самой. Мгм. Поэтому ваш контроль, он начал вас структурировать, сжимать и дисциплинировать. И вы чувствуете давление этого страха. То есть, Катерина, будь аккуратной сейчас, ты не в себе. Мгм. Так что, а когда вот вы успокаиваетесь сейчас, Мгм. то безумия становится меньше, и страха что-то сделать не то меньше. Он, видите, не причина, а следствие. Мгм. А вот, если мы говорим про страх, мне сейчас вот пришло в голову, м, есть ли взаимосвязь вот, запрета на активность вот с этой уязвимостью, которая есть страх? Мне бы, интересно было послушать про это. Но это большая тема. Действительно, это как в медицине, когда у врача главный принцип не навредить. И наша психика тоже работает подобным образом, когда она как минимум хочет не навредить. И она тормозит нас там, где мы можем своей деятельностью себе навредить. Мгм. Ну, например, человек в компании новой, он отмалчивается, потому что он понимает, что он интуитивно, бессознательно, он понимает, что он сейчас не в себе, он может что-то ляпнуть. И он молчит, пока не придет в себя, и потом что-то говорит. Если мы возьмем более крупные моменты, например, такие как замужество или свой бизнес, или публичное выступление, то мы тоже интуитивно понимаем, что мы что-то там, во что-то вляпаемся. И поэтому этот страх, который нас тормозит и останавливает активность, вот многие предлагают идти через страх, но такое действие на усилии воли сделать можно, но недолго. То есть разово можно, а потом это тебя опустошает. Поэтому это понимание, как выстроить именно твои ступени от того места, где ты сейчас находишься, с постепенным доступным тебе шагом на следующую ступень. То есть если я хочу публично выступать, то я понимаю, каких навыков мне не хватает. То есть мы говорим о навыках. И мы говорим о пути, который надо пройти. И тут, конечно, может помочь кто-то опытный. Ну, то есть, как будто мы тренируем все время, прокачиваем какие-то скиллы, э, потихонечку от простого к сложному. Ну, понимаете, не все так просто. Можно прокачать скилл публично выступать, Мгм. но если человек не разберется со своим эгоцентризмом, например, с желанием быть лучшим, то он будет выступать, но потом он будет лежать пластом. То есть это не только про скиллы, но и про Мгм. изменение структуры личности, которая требуется. Ну, задавая этот вопрос, я, конечно же, предполагала, что мы осознаем, э, происходящие в нас процессы. Это вот, как мы, когда обсуждаем что-то, и вы говорите, что когда я в психозе, там уже поздно, там уже ничего не сделаешь. Но когда я еще не там, но понимаю, что а вот оно опять, никогда не было, а вот снова, то здесь еще я могу, на что-то повлиять. Но Хотя бы пони помолчать, ничего не делать. но сначала надо это себе присвоить. Это естественно, я это имела в виду. А вот,
Ведь в этом страхе уязвимости, когда мы попадаем в эту уязвимость, и вы уже, да, раньше объяснили, что это зависит от того, насколько я себя реального знаю, да. Я тогда, ведь чувствую себя тогда плохим, ну, голым, недоделанным, М, каким-то таким. Я бы Ну, потому что извините, да, для меня говорите. это скорее, да, я вас перебила, и вы меня. Это скорее угроза себе. Но когда я уязвима, вот вы когда приводили пример с вашим участием в этом эфире, вы говорили, что мне страшно, я боюсь что-то не то сказать. Это страх зверя, который боится, что его съедят. Если Мгм, я стае покажу, что я слабый, меня съедят. мгм, Вот этот страх уязвимости. Для подранок. Я истекаю кровью, ну, слабостью своей. И вот этот страх, что меня съедят, если я покажу уязвимость, он тоже нормальный. Но множество есть людей, которые вцепливаются в твои ошибки, в твою слабость. Они начинают как вороны клевать в это место. мгм, И вот этот страх, что съедят, вот он относится не только к тем, кто на меня смотрит, но и к себе самой. Вот это вот я себе угроза. То есть я мгм, начинаю сама себя как ворона клевать, что я мгм, себя подставила. мгм. Ну да, поэтому мы иногда предпочитаем вовсе ничего не делать, чтобы не быть склеванной собой или другим. Ну, тогда уже отсижусь потихонечку и Ну, как-то. ну, видите, вот эта склеванность, она, ну, не стоит тоже воспринимать как отрицательный персонаж. Мгм. Потому что это такая защита. Вот я знаю, например, по себе, когда этот страх склеванности, он меня больше дисциплинировал. Я понимала, что здесь мне надо быть медленнее и внимательнее. А когда ты сонастраиваешься с реальностью, то вот наше бессознательное, наша интуиция, она просчитывает же гораздо раньше все решения. И оно тебя отпускает. Оно понимает, что ты уже не угроза себе, и у тебя вот нету этого страха активничать. Мгм. А давайте поговорим, о том, зачем отдельно, да, зачем мы скрываем нашу уязвимость. М, Давайте вы раздвиньте это, потому что у меня слишком много Ну, большое хорошо. пространство. Ну, вот, Конкретизируйте. допустим, э, я боюсь, я чувствую себя уязвимой в какой-то ситуации, то, о чем мы говорили. И, ну, выгляжу я для других высокомерной. Например, я стесняюсь, но выгляжу такой вот, как будто искрометной, наглой, громкой, и меня много. Вот я это имела в виду. Это же, тоже, наверное, чтобы спрятать этот страх, спрятать эту уязвимость, потому что если у меня нет страха, зачем мне орать, зачем мне, эм, быть высокомерной? Ну, говори себе и говори спокойно с людьми. Екатерина Юрьевна, я тут с вами не соглашусь, Не потому что соглашайтесь. Потому что, я не считаю, что человек высокомерный, громкий и орёт из-за того, что он, стеснительный. Я, просто, ну, вот так вот вы меня спросили, я как-то так наживо подумала и ответила. И возможно ли это? Может, это и не так. Просто вы просили раздвинуть, а я как смогла, так и раздвинула. Поэтому расскажите вы нам. Давайте, немного в темную сторону уязвимости пойдем. Смотрите, я Мгм. боюсь показать свою уязвимость, потому что я боюсь, что меня съедят. Я сам или кто-то. Мгм.
Но в то же время, а, я хочу быть лучшим, чтобы иметь право есть других. Мгм. То есть, противоположностью уязвимости является доминирование, чтобы я могла сама клевать кого угодно безнаказанно. Ну, вот как, например, близкие, они нам нужны для того, чтобы удовлетворить потребность в клевании, потому Да, что чужой бы ушел, а близкие, куда он денется с подводной лодки. да, самые ведь трудные отношения с близкими как раз. Ну вот, и у близких мы знаем все уязвимости, и мы знаем, М, куда клюнуть, мгм, чтобы точно сделать больно. Вот мы как будто, любим говорить о своей уязвимости. Ты меня не клюй, у меня тут больное место, тут моя слабость, тут я уязвим. мгм, Но сами как слоны в посудной лавке, которые ходят, где им захочется. То есть мы хотим уважения к собственной уязвимости, но мало интересуемся уязвимостями других. мгм. Ам, Вспомнила, как я мужу сказала, я позвонила тебе сказать, что я люблю тебя. Он говорит: "Какая хорошая новость". Я говорю: "Господи, мы уже 13 лет вместе, сколько еще для тебя это будет новостью?" Вот этот интересный момент, когда он это сказал просто, понимаете, попал как будто в какую-то мою уязвимость. Но я не злилась, это было чувство юмора. Теперь вернемся к высокомерию. Мгм. Высокомерие, оно помогает мне контролировать пространство. Моя громкость, мои шутки, мое привлечение к себе внимания. Это как если не можешь предотвратить пьянку, возглавь ее. Тут точно так. Если, Хорошая очень фраза. то есть ты, если тебе страшно, то ты начинаешь захватывать собой пространство, чтобы сделать его своим. Мгм, Это про, да, там есть какая-то доля страха, но страха, а, быть обычным, быть одним из. мгм, То есть, когда я один из членов этой компании или организации, или в семье, например. То есть для того, чтобы нам с вами даже быть сейчас в диалоге, быть вместе, нам надо уважение друг к другу и желание этот диалог строить. Вот, кстати, уважаемые зрители, будет школа общения. Приглашаю вас, мы там будем говорить больше о том, как строить диалог. Но у нас с вами как бы роли расписаны. Вы задаете мне вопросы, я отвечаю для зрителей моего YouTube-канала. мгм, И чтобы у нас получился разговор, а не монолог, мне надо не бояться вас, а вам надо не бояться меня. Мне надо не конкурировать с вами, показывая, что умнее, а вам надо как бы согласиться со своей ролью интервьюирующего, да, да. чтобы не начать сейчас блистать своими знаниями. То есть вы можете блистать своими знаниями, но тогда нужен ваши зрители. Понимаете, вот это вот про высокомерное блистание. Ну да, мы играем по правилам, мы понимаем, в каком формате мы находимся с вами. Да, и наш зверь внутри, он может выпрыгнуть из кого-то и начать доминировать и захватывать пространство. Мгм, И нам с вами надо как будто много процессов делать сейчас. мгм, Нам надо с вами помнить, что мы говорим для зрителей. Нам надо
осознавать свои эмоции, не понесло ли вас или меня. Мне еще приходится за вами присматривать. За что вам большая благодарность. Нам надо с вами не хотеть друг друга выпихнуть, не Мгм. воспринять другую как конкурентку. Потому что если как конкурентка, с нас полезут черти. Мгм. Мы начнем себя вести не по-человечески. Много процессов внутренних, которые происходят в моменте, а еще надо и говорить. А еще и Мгм. говорить, думая желательно, да, Ольга Федоровна? Ну вот видите, как сложно. На самом М, деле, нам кажется, это просто открыл рот и издавай звуки. Вы сидите у себя в Италии, я у себя в Киеве, но вот эта вся обусловленность нашей встречи, она делает из нас таких немножко суперлюдей, потому что видите, как много всего нам приходится контролировать, осознавать. мгм. Наша уязвимость. Потому что если бы я была без уязвимости общаться, ра-та-та-ра-та, начала, понимаете, или вы. А мы так умеем, кстати говоря. Да, мы можем, понимаете, мы можем. Мгм. Но вот мы с вами добровольно согласились быть уязвимыми. Мгм. А вот, кстати, вот люди, которые вот так вот вот они всегда такие. Эм, м, ну, это же тоже, чтобы доминировать, чтобы не быть уязвимыми, да? Все вам это не быть уязвимыми. Но им просто Нет. нравится быть в центре внимания, им нравится М, захватывать власть над всеми, приковывать к себе взгляды, мгм, купаться в этой славе, купаться, создавать мир имени себя. Потому что когда я вот это делаю, то я создаю мир имени себя. Все уже зрители, а я прима на сцене. мгм. Это не про Поскольку мы уязвимость. поскольку мы с вами же вот страх уязвимости разбираем, да, по сути, получается, тогда мы говорим о страхе быть реальным. Ну, быть реальным, быть вот Ну, незащищенным, вы голым. знаете, но вот этот страх быть, запишу, реальным, это когда, знаете, я такая зайка, я такая замечательная, такая лапочка, вокруг одни серые волки, мне так страшно быть реальной, но это не так. Мгм. Ну, что значит быть реальной? Это себя не сдерживать и проявлять без цензуры. Ну, страх быть реальной, что, потому что я кому-то голову откушу? Но в том числе, может быть, вот когда мы говорим, что отношения отношения можно строить только из уязвимости. Ну, Искренне, искренне. искренне, да. То есть, здесь же тоже, вот, как мы с вами говорили, мы с вами, состоим в отношениях тоже определенных. Мы эти отношения простраиваем в рамках этих 50 минут записи. Ну, вот сейчас прямо, да. Если, и вот те процессы, которые вы описали, их, ну, огромное количество. Вы присматриваете за мной, я присматриваю за собой. Я не лезу, значит, проигрывать роль, которая мне не отведена. Я понимаю, что, м, вы позволяете мне задавать вопросы, которые мне интересно задать. Это возможность. А вы на них отвечаете, и я наполняюсь за счет этого новыми знаниями. А теперь, если, есть мужчина и женщина, э, временной отрезок больше, они общаются больше, они хотят друг друга узнать. И если мы Это замечательные мужчины и женщины, которые хотят друг друга узнать. Это редкость, но да, бывают такие женщины и мужчины. но все-таки мы же стремимся к тому, чтобы пойти на глубину отношений.
тогда это надо быть Ну, мы искренним. Ну, стремимся вы так, идеалистичненько всё описываете. Мы стремимся. давайте реально посмотрим на вещи. Я согласна. И реально я хочу быть тигрёнком, и чтобы ты, большая черепаха, меня покатала. Хорошо, куда тогда, Ольга Федоровна, куда тогда, искренность, куда мне тогда сейчас впихнуть? Ну, мы должны к этому стремиться. То есть вот, знаете, вот мы с вами говорили про идеал, он необходим. Мгм. То есть если мы, уже достаточно взрослые, то действительно познание другого человека — это очень интересно. Это увлекательнейший процесс и познание себя тоже. И когда ты выбрал человека, с которым ты будешь идти дальше, ну, это твой, муж там, или же друг, или, э, наша компания сталкера, Да. то у тебя, возникает человеческая ценность этого всего. Не звериная — поглотить, использовать, поиметь, а человеческое бережное отношение к этому. То есть ты себя постоянно ограничиваешь в том, чтобы не перейти в этот режим утилитарный, потребительский. А он, постоянно из тебя прет. Ну, типа, я хочу как мне лучше. Что тут я должен? Сколько тут я буду жертвовать собой? Мгм. Уже пришло время взять. Но когда я перехожу в режим человечности, бережности, желания сохранить, потому что отношения — это же очень хрупкая конструкция. Она может, от одного неверно сказанного слова, разбиться. И вот когда я перехожу, я очень уязвимая. Я маленькая, аккуратная, тонкая, слушающая, смотрящая. Вот я уязвимая. И если другой тоже может быть таким внимательным, тонким, слушающим, то появляется вот эта красота, человечности и ощущение безопасности. Я внимательна, вы внимательны, я тонкая, вы тонкие. И в этой безопасности зверь уходит, и тогда мы с вами можем общаться как люди, как люди. Но тогда, м, моего желания одного недостаточно. Мы должны сотрудничать. Другой, мой партнер, допустим, да, мой друг, неважно кто, он должен тоже предъявлять со своей стороны желание быть, хрупким, слушающим, выделять пространство, быть искренним, а значит уязвимым, да, ну, то есть говорить правду, то, Ну, что, аккуратно. да, то, что он Не сейчас резать чувствует, правду матку, а аккуратно, 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 интеллигентно, да, и про себя. потому что ведь получается, что если я могу быть искренней, ну, допустим, я ничего не понимаю про то, о чем мы с вами сейчас говорим. Я не слушаю Ольгу Демчук, я не читаю ее книги, не хожу в школу, на сталкер не хожу. Вот как-то живу по наитию и живу. Ну, тогда я вас буду раздражать. Сейчас своими словами, своими мыслями о том, что надо быть внимательным, слушать другого, уметь, подстраиваться, уступать, создавать этот контакт. Я вас буду раздражать этими словами. Мгм. Ну, хорошо, но есть же люди мудрые, которые как-то самостоятельно, пройдя школу жизни, сделали какие-то выводы, стали умнее, стали добрее, безусловно. Да, есть люди, И, которые о психоанализе ничего не знают, но они очень конечно, человечные и умные. конечно, я немало
знала таких людей. И вот у нас был сосед, например, он уже упокоился несколько лет назад, был старичок вот здесь вот в Италии. Он, ну, я не знаю, сколько классов он закончил, но он настолько был мудрым человеком и настолько у него было ощущение вот этого и такта, когда отступить, когда помолчать, не навязать свое мнение какое-то другому человеку, да. Ну вот к чему вела? И вот, допустим, я в этой искренности, потому что меня волнует, ну, волнует, интересует вопрос отношений между людьми, потому что я в них нахожусь, и мне хочется сделать их легче, добрее, не людей, а отношения, естественно. Для этого я должна себя сделать добрее, помнее чуть-чуть, я осознаю. Но вот человек, он эм, искренне, аккуратно говорит о том, что он чувствует, да, или что ему не нравится, или что ему хотелось бы как-то по-другому что-то. То есть в этот момент он уязвим, потому что он открывается. А с той стороны, человек, который воспринимает его как еду. И тогда этот первый, он же может сделать вывод: вы имеете право хранить молчание, потому что каждое слово может использовано против вас в Наверно, суде. но это ответственность человека понимать, с кем он сейчас говорит, понимать, с кем можно Мгм. открываться, а с кем нельзя. Ну, Мгм. вселенная, она же не твоя нянька, которая должна, м, тебя обслуживать. Это твоя жизнь, твоя ответственность, твои нервы. Мгм. И здесь надо понимать, кто перед тобой. Поэтому, вот, насколько я видела, как ведут себя умные, человечные люди, они всегда очень долго присматриваются, прежде чем вступать в какой-то контакт близкий. То есть они долго наблюдают, потому что это только, для меня это по-детски сразу влетать, в дружбу в засос. Это мне страшно, страшно, что я не захвачу власть, что и так далее. И я сразу начинаю говорить комплименты и сразу иду тараном на человека, чтобы его к себе расположить. То есть я пытаюсь его эмоционально изнасиловать собой, изменить ему, Мгм. как он должен ко мне относиться. Мгм. Поэтому это нормально, это по-взрослому присматриваться какое-то время к другому. Ну, а если мы говорим про отношения, молодых людей, допустим, там же химия, там же сносит. Ну да, надо, поэтому я и беру в анализ после 30. Там же про присмотреться — это вообще Ну, это почти не нормально, ну, работает. это нормально, это такой абсолютно, объективный период. Ну, у человека гормоны, человек познает мир. Через это надо пройти просто. Ну, это Мгм. естественно абсолютно. Это естественный процесс. Не надо молодых трогать. У них еще вся старость будет впереди. Просто надо Но вот наслаждаться жизнью. но кто-то умудряется вот так вот, влюбиться, через химию быстро пойти в отношения, потом, их построить и прожить как-то еще всю жизнь. У кого-то получается, редко, знаю, понимаю, но Ну, несомненно, может получиться, потому что, ну, это не влюбиться, это хотеть секса с этим человеком. Люди часто путают хотеть секса. Мгм, мгм. Но потом, да, 2 умных человека. Мы с мужем тоже проходили множество этапов в наших отношениях. И я, знаю, как это выстраивать отношения на собственном опыте. Ну да, это, многие думают, что отношения должны естественно как-то стихийно сложиться. А они, если стихийно складываются, то складываются по нашим доминантам. То есть ничего Это хорошего. пахота. Пахота.
Ну, не говорите так. Это Работа, красивый. Нет, работа. нет, это Хорошо, искусство. Это хорошо, искусство. слушайте. Я баба-яга против. Я не хочу это назвать работой. Это Искусство. интересно. Это интересно. А искусство не предполагает разве работу? Может быть, просто там есть вдохновение еще, идеи какие-то творческие. Я прореагировала на ваш эмоциональный контекст. Пахота. М, Пахота, да, да. Ну, в этом звучало такое какое-то для меня отношение не к тому, что нравится, как тяговая лошадь какая-то. Ну, вот пахота — это лошадь, которая такая Пашет, пашет, пашет. на поле, ее нагайкой стягает, она думает, когда я сдохну. Хорошо, отзываю это слово, Ольга Федоровна, отзываю. Это искусство, но чтобы этим искусством владеть, надо предъявить много труда по отношению к себе сначала и работы. Да, и так, нам надо уже подходить к завершению. В Да, завершении я бы хотела сказать, что м, не надо путать желание навязать миру свои условия и боль от невозможности властвовать. Не надо называть это уязвимостью. Мне больно, вы не даете мне властвовать, мне больно, вы мне не подчиняетесь, мне больно, вы не хотите признать меня лучшей. То есть мгм. это не уязвимость. А уязвимость человечная, это про искренность, когда ты никого из себя не изображаешь. И также не надо уязвимость путать с уязвленностью. Это уже Это, страдательный залог. Уже кто-то что-то со мной сделал. да, да, да. Уязвимость и помнить, что мир — это не нянька. Я сейчас буду предъявлять всем уязвимость свою, и все будут хлопать в ладоши. Не будут. Мгм. Когда человек познал собственного зверя, он знает, как это сладко клюнуть в чью-то ошибку, в чьё-то слабое место. Поэтому не надо искушать плевательные рефлексы других людей. Да, хорошо, Ольга Федоровна. Вызывать, Да. вызывать плевательные рефлексы. Вот я как раз, вы у меня практически сняли с языка, потому что я вот и хотела тоже, ну, вы ответили на этот вопрос, м, сказать о том, что мы очень часто, путаем, м, желание доминировать, эм, и уязвимость. И мы тогда говорим: "Я очень ранимый". Да. Ведите себя так, как Ведите надо. себя прилично, да, я Я очень как ранимый, заплачу, как разозлюсь, да, и всех покусаю. всех Вот. покусаю. Мы заканчиваем, Ольга Да, Федоровна, да? Екатерина Юрьевна, будем завершать, да, чтобы у нас Спасибо приблизительно вам за эту 10. встречу. И вам Спасибо, спасибо. спасибо, что присмотрели. Мне было гораздо легче в этот раз. Надеюсь, что зрителям понравится наша беседа. Благодарю вас. Да, до встречи, Екатерина Юрьевна. До свидания. Уважаемые зрители, спасибо и вам за ваше присутствие, внимание к этой нашей встрече, к любимой передаче, как Екатерина Юрьевна называет. И напоминаю вам, что в августе состоится школа общения, где мы будем вот учиться в том числе быть уязвимыми без угрозы для себя. До встречи.